Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала. Спасибо вам большое за то, что доверяете, смотрите и следите за событиями вместе со мной и моими экспертами. Мой собеседник прямо сейчас – это Аббас Галямов, политический эксперт, политтехнолог, спичрайтер в прошлом, правда уже далеком, но Путина. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Аббас, Крымский мост взорван. Версий несколько. Собственно, кто виноват, остается какой-то загадкой, потому что радость от украинских чиновников, которую пытается Россия переложить, собственно, и вменить в вину, немного с фактами не состыковываются. Но это как бы отдельная тема, кто виноват, но вопрос, что делать дальше. И правда ли, что вот события вчерашнего утра это достаточно такая серьезная заявка на новую главу в этой войне? Да, конечно, нельзя недооценивать символическое значение Крымского моста. Про это сегодня, конечно, множество раз говорилось, и поэтому, может быть, эта мысль уже вашим зрителям надоела. Но, знаете, от того, что она много раз произносится, она не перестает быть фактом. То есть Крымский мост – это символ путинского триумфа, путинской победы. Он подвел такую вот его украинской эпопеи 2014 года победоносной. И тот факт, что этот мост сейчас взорван, он радикально перекраивает такое вот, знаете, символическое пространство российской политики. То есть выясняется, что та-то победа, в общем-то, оказалась, если и не первой в чистом виде, но то, во всяком случае, жирной черты-то нет. История еще пишется, оказывается. То есть рано мы там радовались. И, в общем, все вот эти события Крымской весны, все то, что лежит в основе путинской легитимности, все это в результате происшедшего подвергнуто очень серьезному сомнению. Поэтому, не случайно, поэтому вот Путина прям буквально парализовало сегодня. Да? Ведь крайне важно вот на такие вещи как-то очень реагировать, отвечать. А Путин оказался не в состоянии это сделать. И вот этот вакуум власти, который сейчас возник в этой связи, он, когда там его заполняет Захарова, например, да, сам Путин молчит, а Захарова там и Симонян что-то пишут. Но это, конечно, они не в состоянии компенсировать, вот, заполнить этот вакуум. И у людей опять создается ощущение, что начальник спрятал голову в песок, как страус. Вот это ровно то же самое, что происходило во время Харьковского наступления ВСУ, когда российская армия бежала, бросая технику, а Путин в этот момент запускал фейерверки, делая вид, что ничего страшного не происходит. Это вот тогда вот эта неспособность власти дать адекватный ответ на вызовы времени людей шокировала, да, вот бюрократию, да и массовую аудиторию тоже. И сейчас повторяется та же самая история. Но Путин вот не в состоянии действовать, потому что, повторюсь, он сам вот чувствует то, о чем я говорю, насколько это серьезный удар по нему. Да? Путину, собственно говоря, сейчас... то есть он может спасти ситуацию, если он какой-то ответный шаг предпримет. Но что он может сделать, строго говоря? Он может обстрелять Киев, например, как они говорят, там, центры принятия решений. Но будет ли это адекватным ответом? Нет, не будет, потому что российские войска обстреливают украинские города каждый день, каждую ночь. И каждую ночь гибнут люди, взрываются здания. И в этом смысле ничего принципиально нового не произойдет. Еще один обстрел, окей, будет он более мощный, чем предыдущие. Но в любом случае, понимаете, вот ВСУ совершили действие, которое беспрецедентно, не имеет прецедента вот за предыдущие полгода. Да? А очередной обстрел Киева, это все что угодно, но это не беспрецедентная история. И получится, что ответ слабый. Вот. Ответить с помощью ядерного оружия, все-таки, понимаете, ядерное оружие – это штука, которая применяется в ситуации какой-то экзистенциальной угрозы, когда вот возникла угроза самому государству, а Крымский мост при всей его
символической значимости для российской политики, для самой России, с точки зрения России, вот как государства, ну, это ничто, подумаешь, там, ну, мост, что, у нас мостов мало, что ли, да, ведь? Вот, и он для нас важен, это символ путинского управления, да, а для России с ее тысячелетней историей, ну, это один из множества, из тысяч инфраструктурных объектов. И в этом смысле, ну, очевидно, что делать вывод о том, что вся Россия теперь, значит, оказалась перед угрозой уничтожения, потому что как-то странно, это слишком притянуто за уши. И Зеленский не дали, как вчера в своем интервью BBC внятно сформулировал, что мы планируем дойти до границ Украины с Россией, но вторгаться на территорию России никто не собирается. И на вопрос журналиста, а что же вот с Путиным после этого делать, он говорит, ну это не наше дело, это пусть россияне сами с Путиным разбираются. Наша задача просто наше свое вернуть и все. То есть, ну, нельзя выдать это за какую-то, знаете, вот какое-то глобальное посягательство на основы, так сказать, мироздания, там, покушение на Россию, да, попытка уничтожить Россию. Вот. Когда человек черным по белому говорит, мы до границы дойдем и остановимся, да, вот, и ваши внутренние дела, там, кто вами правит, мы лезть не собираемся. Ну, то есть, это, да, это поражение в колониальной войне, но это не поражение в войне, так сказать, отечественной, когда враг там подступает к столице и там железной рукой там за глотку держит страну, да, вот, и в этой ситуации применение ядерного оружия будет, ну, все-таки совсем неадекватным. Тут речь идет ведь не только о самом Путине, но это должно адекватно выглядеть и в глазах страны, и в глазах правящей бюрократии, и в глазах офицеров, которые будут, в конце концов, реализовывать вот эту команду. Ну, Путин же не сам физически запускает ракеты, все-таки это делают какие-то люди. Вот. А в глазах этих людей Путин становится все менее легитимным правителем. Ну и вообще они, в принципе, вряд ли в восторге от этой эскалации, потому что у них у всех наверняка есть и семьи, и дети. Хотя, может быть, туда Путин отобрал уже давно людей без семей, без детей. Теоретически этого нельзя исключать. Путин в этом смысле человек очень изощренный, так сказать. Вот. Но, тем не менее, это все равно, ну, не замкнутая какая-то система, знаете, которая вот существует только внутри самой себя. Каким-то образом она с окружающим миром соединяется. Вот. В общем, в любом случае, ну, вот ядерный ответ на всю эту я не вижу. Повторюсь, она очень важна в символическом пространстве. Она важна там, с точки зрения снабжения там, херсонской группировки, снабжения Крыма. Там, да. Но это все равно все локальная история. По-настоящему глобальной является она для самого Путина только. Но ты не можешь ведь, даже в России, в принципе, ты не можешь, ну, знаете, как в «Кавказской пленнице» говорилось, а ты не путай свою личную шерсть с государственной. Все-таки это разные вещи, и это понимают в том числе и в путинской России. И поэтому, ну, Путину дать адекватный ответ на все это очень трудно. Вот он сейчас напряженно думает по поводу того, что он там может выдать. Но пока, видите, судя по молчанию затянувшемуся, но у него пока хороших вариантов нету. Сейчас вообще есть основания предположить, что, может быть, он вообще уйдет вот сейчас. То есть его реакция будет реакцией бюрократа, а не реакцией политика. Понимаете? То есть он вот сейчас создал комиссию, правительственную комиссию по, значит, выяснению причин. Но это надо знать вот российскую бюрократию, российскую внутреннюю кухню, чтобы понимать, какая сейчас там колоссальная борьба разворачивается, значит, за право там засунуть своих лет вот в следственную группу, значит, вот в группу экспертов с тем, чтобы, значит, либо влиять на выводы, либо, по крайней мере, вовремя получать информацию о выводах, которые будут делаться. Это вот там все внимание российского бюрократического аппарата высших эшелонов будет занято теперь, значит, вот тем, что происходит внутри этой комиссии. То есть, ну, происшедшее это колоссальный такой, так сказать, ну, провал с точки зрения, значит, да с какой точки зрения не посмотри, там военный, ну, с точки зрения безопасности, да, это колоссальный провал. То есть кто-то должен быть назначен виновным, кому-то за это там на гильотине отрубят голову. И борьба за вывод о том, кто это будет,
это сейчас главное для бюрократии. Потому что, может быть, сейчас освободится кресло руководителя ФСБ. Да. Да, может быть секретаря Совбеза. Ну, то есть это может там вообще вся система. Понимаете? А вот в такой ситуации, когда правитель силен и вот такими вещами занимается, да, разборками с подчиненными, ну, это нормально. И с точки зрения самой бюрократии, и с точки зрения массовой аудитории. Ну, в принципе, это работа правителя, собственно говоря, там в этом и заключается. Но в ситуации, когда он не в состоянии ответить врагу, украинцам, разборки со своими выглядят как истерика, да, как поиск крайнего. И именно в таком качестве это будет воспринято аппаратом. То есть там ты можешь уволить, например, Бортникова, на его место поставить кого-то другого, но там вся чекистская корпорация сделает вывод: о, он что, нас крайними хочет, что ли, сделать? Он что, нас сливает, что ли? Да, и степень лояльности всего аппарата по отношению к правителю, безусловно, уменьшится. Но, а с другой стороны, не разбираться же нельзя, ну, кто-то же действительно виноват. Ну, кого-то же надо за это наказать. Ну, потому что если никого не наказывают, то мы признаем, что, в принципе, происшедшее это норма. Так что у нас теперь все, украинцы постоянно мосты начнут взрывать, что ли? Ну, вот. И понимаете, и Путин вот, он вот в такой ловушке оказался. И не наказывать никого нельзя, и наказывать кого-то — это риск в нынешней ситуации. И самое главное, он сейчас, я думаю, будучи не в состоянии придумать политический ответ, он погрузится вот, ну, психологически, ему надо будет чем-то заниматься, да, погрузится в эту вот бюрократическое, в это болото, и будет им там заниматься, да, вот этим заниматься. И вот этот вакуум власти, который возник во внешней среде, за пределами бюрократического аппарата, ну, за пределами вот высших эшелонов бюрократического аппарата, да, в том числе и на среднем уровне, на младшем уровне, вот этот вакуум власти там тоже чувствуется. Вот этот вакуум, он будет, так сказать, разрастаться, и в конце концов, ну, именно вот такие вещи и рушат режимы. Именно вот это и есть революция. На самом деле революция — это ведь не толпа матросов, штурмующих Зимних, это финальный аккорд, вишенка на торте, что называется. Можно и без нее обойтись, многие революции без этого обходятся. Без вот такой картинной толпы, так сказать. Вот. То есть это происходит то, что называется имплазия, когда внутри системы возникает вакуум, и вот это не взрыв, когда энергия, знаете, изнутри направляется наружу, а наоборот, обратное движение. Когда внутри возникает вакуум, и он всасывает саму конструкцию в себя, и вдруг она вся обрушается. Да. Как Крымский мост. Как Крымский мост. Очень интересно. Но если посмотреть на это глазами подаляка, ну, таким вторым глазом подаляка, потому что сначала, конечно, он писал о том, что, ну, и все писали, вот с самого утра, когда это стало известно, все писали о том, что вот, это победа Украины, и кейс со взрывом моста вот так преподносился здесь, в Украине. А потом, несколько позже, уже, ну, вот начались, как говорится, а теперь серьезно. Это пишет Подоляк и говорит, что, ну, собственно, война между Министерством обороны и ФСБ вот такой получилась. Что, мол, военные, на которых сейчас серьезный накат с разных сторон, вот таким образом подставляют ФСБшников, которые непосредственно и руководят операцией по охране моста. Там есть даже целый руководитель управления Т, который освоил 12 миллиардов рублей для того, чтобы из моря, из суши, из воздуха и из-под воды мосту ничего не угрожало. Может ли это быть, ну, такой важный самострел, который является частью какой-то итальянской забастовки военных, генералов, да, о которых многие аналитики говорят? Ну, подождите, а как военные взорвут мост, который охраняет ФСБ? Ну, вот я просто вот из того, что, как вы описали, я не видел этот пост подалека, и поэтому, ну, во-первых, вот у меня такой вопрос. Ну и в целом нет, конечно, это очень, это не, ну, очень сложная, нереалистичная конструкция. Военные
сейчас не в состоянии вообще действовать, их парализовало. Они шокированы своей немощью, своей неспособностью справиться с ВСУ, и чтобы они вдруг какие-то такие сложные операции начали проворачивать. Да нет, конечно, нет, я в это абсолютно не верю. Вот. Ну, там просто воли не хватит отдать приказ идти делать такое. А если кто-то получит этот приказ, то в ситуации, когда вся армейская верхушка шатается, он первым же делом побежит к контрразведчикам и доложит об этом, понимаете? Не, абсолютно unreal. Ну, понятно, почему Подоляк это говорит, он работает на... Значит, ну, что ему там пенки, сливки снимать, ему же дело надо делать, да? Вот, и он работает на то, чтобы внутри России случилась революция. Абсолютно рациональный, в общем-то, логичный, правильный с технологической точки зрения выбор. Он понимает, что вот он понимает ровно то, о чем я до этого рассказывал, о том, что какая возня сейчас разворачивается бюрократическая, да, вот за итоги этого расследования. Он это понимает, и он привносит туда свежую, так сказать, струю. Там, ну, он, вот, проще говоря, он хочет, чтобы жабы с гадюками передрались. Да? И он вбрасывает эту версию, и они, не будучи в состоянии от этой версии откреститься, потому что все версии должны обрабатываться, да? Они начнут ее сейчас там внутри обсасывать. Ну, проще говоря, ведь задача украинцев в данном случае является максимально посеять семена раздора в управляющих структурах россиян, врага. Да, и Подоляк это делает, в общем-то, понятно почему, но вот в данном случае я, поскольку я не рассматриваю себя стороной в конфликте, при том, что, конечно, эмоционально моя симпатия всецело на стороне Украины, но все-таки я в первую очередь работаю для своей аудитории, которая верит мне как эксперту и хочет знать правду. Да, и поэтому я, как говорится, снимаю шляпу перед версией Подоляка, но остаюсь при своем мнении. Конечно, это операция украинцев, и, значит, вся вина российских военных или там ФСБ в данном случае, ну что, они просто все проворонили и профукали. Это действительно очень важный момент, но как он повлияет на дальнейшие действия? Есть уже выкладки, мнения о том, что взрыв Крымского моста развязывает руки российской стороне для ударов по критической инфраструктуре любого толка на территории Украины. Ну, так и говорят, мол, а что, в Украине взрывать нечего? Что начнется сейчас? Ну, смотрите, ведь что Россия себя до сих пор сдерживала сильно? Она прям как-то вот прям... она не бомбила, не взрывала и не оставляла тысячи людей, десятки тысяч людей под завалами там. Но она все свои возможности продемонстрировала. В этом смысле, да, будет очередная там 100-тысячная бомбежка, будет обстрел, окей, по центру Киева, да, наверное. Возможно, это все равно не будет нормальным ответом на происшедшее. Да, это все равно будет ответом слабым и неизбежно приводящим к разочарованию, в том числе и вот там, в лагере российской бюрократии в первую очередь. Это сейчас очень важно. Ну и во-вторых, в лагере российской патриотической, так сказать, вот этой, патриотической общественности. То есть те самые люди, на которых Путин опирается. Но самое главное, что у них появляется очередное мощное сомнение в том, а получится ли у нас выиграть эту войну. То есть если украинцы так лихо действуют там на фронте, в тылу, вон в Крыму, то Северный поток кто-то взорвал, то Крымский мост, ну то есть как-то вот обложили Кремль-то вообще со всех сторон. Да, и это, безусловно, сеет сомнения в людях, удастся ли победить. А сомнение в том, удастся ли победить, неизбежно ведет к вопросам, а вообще, что мы там делаем на Украине-то? В чем смысл этой войны вообще? Ну, то есть люди начинают думать, так, а что мы проиграем-то в результате? Что мы теряем-то? Вот, оказывается, запахло поражением. Хорошо, что теперь будет? Да, и люди начинают думать вообще так. И начиная думать, что теперь будет, они приходят к вопросу о том, о чем мы там делаем вообще, в чем смысл этой войны. Да, и это, безусловно, приведет к падению поддержки этой войны в целом. И, ну, то есть это такая вот, можно выразиться так, делегитимизация через неуспех.
будет, да, происходить. И, ну, опять же, вот это же уменьшение базы поддержки войны, безусловно, в нынешней ситуации, потому что ну, Путин уже стал, и режим стали синонимом слова войны, приведет к делегитимизации самого режима и самого Путина. То есть эрозия, вот эти процессы эрозии базы поддержки режима, которые и до этого шли, они все существенно ускорятся. Никто не хочет вообще ассоциироваться с поражением. Да? Не зря же говорят, что поражение всегда сирота. Вот. И ну, Путин скоро совсем в одиночестве останется. Я хотел бы вот здесь уточняющий вопрос вам задать в отношении, ну, понятно, ваша позиция, понятно, что это точно сделали украинцы, ну и правильно сделали. Но с точки зрения вообще цели, да, Крымский мост, это ведь бросает определенную тень на украинское государство, которое как бы, ну вот, террористическое получается, раз действует по гражданским объектам. Что вы об этом думаете? Какая будет реакция мировой общественности? Насколько вот эта там Захарова, да, которая первая отреагировала из эстеблишмента, и понятно, что она там примерно это же сказала, насколько вот эта мысль разнесется по миру и повлияет на уровень поддержки Украины? Нет, я думаю, это не повлияет на существующие расклады. Те, кто, так сказать, Путин-ферштейеры, там, да, которые есть, ну, они попытаются этой историей воспользоваться. Это будет еще один аргумент в их, значит, в их темниках. Ну, дескать, а что, украинцы святые, что ли? Да, ну, смотрите, что они творят. Вот. Ну, а строго говоря, что они творят? Ну, там людей-то вообще не погибло. Ну, может быть, ну, во всяком случае, пока российская сторона заявила, что жертв нет, да, насколько я знаю. Может Три быть, человека, несколько да. человек. Три человека, одна женщина, Да, двое мужчин, да. вот. Ну, то есть это в любом случае не выглядит так, как обстрел центра Харькова, там, да, или вот буквально на днях Запорожье обстреливали, да, когда там целые подъезды, пролеты домов просто в руинах, в развалинах, и там под этим битым кирпичом люди, да. Поэтому, ну, это несопоставимые вещи, поэтому даже вот эти Путин-ферштейры, которые будут, там, предположим, эту тему раскручивать, ну, они ничего не смогут с помощью всего этого доказать. То есть пока я так чуть-чуть держу в поле зрения мировое общественное мнение, слежу за соцопросами, ну, безусловно, там, симпатии в сторону Украины, и за исключением каких-то там отдельных сегментов маргинальных. Ну, допустим, вот у нас в Израиле, вот где я сейчас нахожусь, да, я вижу, что арабы, например, вот арабский сегмент, да, там, значит, значительную часть вины за происходящее возлагают на Запад, на Америку. Там. Ну, они привыкли во всем винить Запад и Америку, да, вот. Но это маргинальный сегмент. А основная часть израильтян с каким-то колоссальным перевесом считает, что Украина молодец, а Россия виновата в происходящем. Да, и во всем мире так. Поэтому, ну, я думаю, что, конечно, ВСУ, вот, ну, и вообще украинскому руководству, думать о мировом общественном мнении надо, и некоторые высказывания украинских политиков, значит, действительно, мне кажется, в некоторые моменты вот казались, во всяком случае, да, там, ну, не безупречными, то есть они мне казались ошибками, вот, но вот, ну, это точно вот к Крымскому мосту не относится. То есть это же не людей убивают, в конце концов. Ну, взрывают объект транспортной инфраструктуры, который имеет колоссальное военное значение. Все знают, что с помощью этого моста идет снабжение российской группировки, которая находится на украинской территории, которая вторглась на территорию Украины, захватила, значит, определенный участок украинских земель, льет украинскую кровь там гекалитрами. Да, ну, как-то странно ожидать от украинцев, что они, значит, вот тут оденут белые перчатки и вокруг да около ходить, как бы кого там случайно не зацепить и не обидеть. Ну, идет война, и не Украина ее начала.
Ну, похоже, что так, да, в общем-то. Причем так с хорошим таймингом, то есть не в день, когда все ждали, да, а вот на следующий день, когда уже выдохнули, расслабились, казалось, ну все, пронесло, ничего, никакой подлянки они не сделали. То есть все же ждали, что сейчас украинцы что-то сделают в этот день, да, вот. Все напряженно, так сказать, все смотрели по сторонам, вот, а тут расслабились, выпили, наверное, по 100 грамм, и тут бабах, и готово. То есть тайминг такой вот очень правильный с точки зрения нанесения, ну, деморализации, что называется, вот, противника. Как вы думаете, вот если пытаться моделировать поведение Российской Федерации, лишившись вот этой артерии, ну, автомобильной, там есть заявление о том, что вот к вечеру там поезда должны пойти, и, собственно, уже железнодорожное вот это сообщение, оно будет налажено, восстановлено достаточно быстро, но с точки зрения вот вообще логистики и вот после вот такого минуса, будет дан приказ любой ценой отодвигать линию фронта на юге, дабы вот вся Херсонская область, которая простреливается Хаймарсами, которая там под огневым контролем, об этом заявляет очень открыто оперативное командование Юг, дабы вот логистику Крыма, ну вот как бы вернуть назад по суше. Ну, смотрите, я в данном случае, вот, понимаете, вы задаете вопрос о такой вот совершенно конкретной, рационально сформулированной стороне проблемы, которую, ну, я вот сейчас не могу проанализировать. Понимаете, там сейчас настолько... Ну, я просто не представляю себе, чтобы Путин в состоянии был принимать рациональные решения по этому вопросу сейчас. То есть, скорее всего, у него будет такая реакция, там, ни шагу назад, да, но насколько это будет реализуемое решение, я не знаю. Вот вы, например, говорите, поезда там обещают пустить сейчас, а я не знаю, как, я себе не представляю вот этих людей, которые на этих поездах будут ездить. То есть они видели, что там происходило. Они знают, что украинцы не успокоятся. То есть вот ты заезжаешь на этот мост, ты там железнодорожник обычный, ты заезжаешь на этот мост и ты гадаешь. Значит, ты просто вот, я не знаю, как в бане покрываешься потом, значит, у тебя пот течет с лица, потому что ты гадаешь, сейчас взорвут или все-таки я успею проскочить. Да? А через день тебе обратно ехать. Опять в этом состоянии. Да тут с ума сойдешь. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, там все поувольняться должны будут. Да? Ну, то есть, просто вот кто эти поезда-то водить будет? Кто будет сопровождать эти грузы? Вообще, кто туда сунется сейчас после происшедшего? Да? Вот какого рода сейчас реакции там ну, доминируют, да, эмоциональные. И чтобы кто-то в состоянии, ну, во всяком случае, Путин, да, в состоянии был рационально думать так, куда мне там сейчас линию фронта передвинуть, ну, я не могу. Так что, сори, я, наверное, не смогу ответить на ваш вопрос. Я вас понял. Но это, наверное, и хорошо. Это, наверное, демонстрирует тот эффект, который закладывался вообще. Да, конечно. Вообще в спецоперации Да. этой. Потому что это была действительно спецоперация, и время, и состав с топливом, и, ну, говорят фура, хотя, ну, сложно там. Говорят, что, одни говорят, что фура, другие говорят, что под мостом был взрыв, третьи говорят, что и фура, и под мостом. Ну, в общем, версий масса, и действительно, ну, как бы здесь тяжело и проверить. Тут надо, как бы, анализируя весь поток информации, здесь сам выбираешь. Кто-то говорит, что это украинцы точно, кто-то говорит, что это российская сторона точно. Ну, вот такая каширка, да, что вот после этого прецедента вот мобилизуется. Да не, ну это бред какой-то. Ну да, чтобы мобилизоваться, давай себе в ногу стрелять. Да. Ну, понимаете, не, это абсолютная ерунда. Они все, что могут мобилизовать, они давно уже мобилизовали. Да? И просто, ну, вот, в буквальном смысле слова, бить по самим себе,
уменьшая свои собственные шансы, ослабляя себя радикально и в общественном восприятии, и в смысле военном. Да нет, это абсолютно unreal, конечно. Это только для конспирологов. Запад может за этим стоять? Запад за любой операцией Украины стоит, в общем-то. То есть, как стоит Запад? Запад поддерживает Украину в этой войне. Значит, происшедшее с Крымским мостом, это, тактическая какая-то операция. Да? Даже если Украина не посвящала Запад, вполне возможно. Вот в детали конкретно этой истории, да, это не имеет значения. То есть у Украины развязаны руки, она ведет войну, освободительную войну, справедливую войну, которую Запад признал освободительной и справедливой. Да? И в этой ситуации там нет необходимости согласовывать каждый чих, я думаю, с Западом. Возможно, что Запад, поскольку операция действительно уникальная, то есть надо было преодолеть все те барьеры, которые россияне выстроили вокруг моста, я не исключаю, что западные разведки в этом участвовали каким-то образом, помогали со сбором информации, с планированием и так далее. Скорее всего, так было. Вы проводите параллели, потому что многие проводят параллели с северными потоками? У меня просто мысль возникла такая, я картинку себе представил, насколько обложили Кремль, да, то есть и с севера Северный поток взорвали, с юга Крымский мост взорвали, то есть все окружили, со всех сторон обложили. Я такую параллель провел, а какую еще надо было провести? Чисто техническую, что один почерк, если это слушайте, я думаю, что меня в значительной части ценят моя аудитория как раз за то, что я не берусь рассуждать о том, в чем я не разбираюсь. Слушайте, меньше всего от меня стоит ждать анализа почерка с точки зрения... я в этом смысле разбираюсь, знаете, не больше, чем мой 12-летний сын. А можно вам вопрос задать про Суровикина, которого назначили? Не было никого ответственного за так называемую спецоперацию с российской стороны. Разные перестановки в военных округах, восточный, западный. А теперь он, этот человек, который отвечает за так называемую спецоперацию. Это Суровикин. Но в такой день взрыва на Крымском мосту, очень символично. И померкло это назначение для многих долгожданное, чтобы понимать, кто вообще ответственный. Как вы думаете, как будет ему руководиться спецоперацией, когда информация о том, что он руководитель, разошлась именно в этот день? Слушайте, если бы я был конспирологом, я бы сказал, исходя из принципа «ищи, кому выгодно», я бы сказал, что это Суровикин мост взорвал. Да вы что? Потому что вообще теперь... Да, конечно, подождите, смотрите. Какие теперь к нему претензии? То есть он пришел на ситуацию, он пришел, а у него тут мосты взрываются. Он же не несет за это ответственность. И после этого, что ни случись, он скажет, а что до меня нормально, что ли, был? Что вы меня ругаете? У вас мосты взрывали. Да, и все, и действительно его спросишь. То есть он себе в бюрократическом смысле слова, извиняюсь за выражение, зад прикрыл такой броней мощной, что, в общем, прям молиться должен на тех людей, которые эту операцию провернули. Понимаете? Если до него все хорошо было, а потом стало плохо, вот это ответственность, это плохо. А когда все до него плохо было, какой с него спрос? Это такая итальянская забастовка, да. Наверное, можно и так сказать, да. Аббас, а почему именно сейчас? Серьезно, потому что 7,5 месяцев думали, гадали, а у кого спрашивать, и наконец-то этого человека представляют, собственно, широкой публике. А сейчас Суровикина назначили? Я думал, вы спрашиваете, почему именно сейчас Крымский мост взорвали. Мы же о чем речь? О Суровикине? Да, о Суровикине. Знаете, у меня нет ответа на этот вопрос. Я вообще в этом большого политического смысла не вижу. То есть это вполне может быть просто какая-то такая аппаратная история, которая, без каких-то там политических прицелов произошла. Сплошь и рядом такие вещи происходят не потому, что кто-то решил, что надо это сделать с тем, чтобы
там, да, и дальше потом какое-то последствие там просчитываешь. Нет, это такое в меньшинстве случаев происходит в политике. Ну, в государственной бюрократической деятельности, в управленческой деятельности, то есть не только в политике, но политика это же такая узкая сфера, а вот управление это такая более широкая сфера. То есть такие вещи с каким-то вот расчетом на какой-то политический эффект это исключение из правил. А в подавляющем большинстве случаев это просто решение техническое, в котором никакого смысла нет. Ну, кто-то должен руководить там. А что у нас до сих пор там еще никто не назначен? Как же мы работаем-то? Вот понятно, откуда все проблемы. Да? Ну, давайте назначим, давайте кого? Он появился. Может, до этого просто не было подходящего человека, на которого там можно было, казалось, возложить такую ответственность, в том числе и публично. А тут почему-то поверили, что он в состоянии справиться. А может, просто подумали, слушайте, то есть сидят они все, думают, как решить проблему. То есть мы проигрываем, нас бьют там на всех фронтах, еще и мозг взорвали. Да? Что мы можем сделать? А это потому, что у нас там управленческая структура недостроена. Давайте хотя бы продемонстрируем, чтобы мы ее достроили, и тогда как вертикаль власти появится. Путин же, он фетишист в этом смысле, он же любит вертикаль власти. Он с первого дня о ней бубнит, значит, как президентом стал 22 года назад, и на ней зациклен. Да, и он думает, а может быть действительно вот оно спасение. То есть он других вариантов ответа на ситуацию не может найти, а тут, вертикаль сейчас достроил. Да? Может, кто-то купится, поверит, что это решение для решения проблем. Да? Что-то типа такого произошло, может быть. Да? Повторюсь, пока слишком мало фактур, по крайней мере, я вижу, чтобы какие-то выводы об этом делать. Поэтому предлагаю понаблюдать. Если это вам и вашей аудитории интересно, давайте понаблюдаем, и в следующий раз попробуем поговорить, может, что-то более ясно станет. То есть посмотрим, что это Суровикин там намолотит, какие результаты будут у него. Да, это очень интересно, просто, это совпадение, да, этих двух событий, но тем не менее. Я думаю, абсолютно случайное совпадение, то есть такие решения все-таки готовятся заранее, как в случае с кадровыми назначениями. Оно было подготовлено, оно ждало последнего часа, а в этот момент как раз взрыв, я говорю, и бросились, что-то надо делать. Понимаете, главный же императив в такой ситуации, что-то надо делать. Да? Давайте это там давно же подпишем быстрее, оно уже на подписи там в папке лежит. Да, что-то сделали. Понимаете, просто надо руки занять чем-то в такой ситуации. Иначе же совсем с ума сойдешь от депрессии, от безысходности, так сказать. Они и делают что-то. Так бюрократия работает. Аббас, осталось незамеченным еще одно военное высказывание одного военного. Это генерал Хренин, руководитель в Беларуси, который, собственно, дал информацию публичную, что 500 тысяч белорусов в случае чего готовы стать под ружье. Это подготовленные резервы, подготовленная армия. Такое бряцание мускулами, да, бряцание оружием, игра мускулами воспринимается как возвращение этой угрозы удара по Украине с севера, уже со стороны Беларуси. Как его оценивать ввиду, давайте так говорить, новых обстоятельств? Просто Кремль попросил ребят побряцать оружием. Он время от времени просит. Если уж не можем мы вас уговорить, чтобы вы реально нам помогли, напали, так хотя бы побряцайте оружием, да, хотя бы пиар-эффект какой-то будет. И все. И украинцы, так сказать, белорусы, извините, радостно, поскольку идти физически гибнуть не надо, а достаточно просто что-то сказать, они радостно говорят, в принципе. Небольшая цена для того, чтобы откупиться от старшего брата, такого назойливого, надоедливого, который постоянно лезет и говорит, давай, быстрее на войну. На войну мы не можем, а заявление сделаем. Крымский мост сделал абсолютно, она была невозможной, потому что там пресс-секретарь президента Украины Никифоров комментировал эту возможную встречу на Бали, да, с Путиным и Зеленским. Эта информация пошла от посла в Арабских Эмиратах с Индонезии. После Крымского моста, вы как аналитик можете просчитать варианты, что Путин и Зеленский поедут
и встретятся. Подождите, но Зеленский ведь подписал бумагу о том, что вести переговоры с Путиным запрещается. Ну, то я не думаю, что он сам себя сечь будет. Зачем ему это надо? Раз он эту бумагу подписал, то, я думаю, понимал, что он делает. Поедут каждый за своим, значит, если поедут. Ну да, если поедут, то каждый за своим. Ну, то есть, строго говоря, там не запрещены переговоры не с Путиным, да, ведь, насколько я понимаю. Ну, вот я текст посмотрел, я не увидел запрета на переговоры не с Путиным. Поэтому члены делегаций, там, уровнем ниже президента, наверное, могут общаться. Да, но вот чтобы лично Зеленский с Путиным встретился сейчас, после подписания этой бумаги, ну, я себе не представляю. Ну, то есть Зеленский просто очень сильно проиграет в глазах украинцев в этом смысле, да и в глазах Запада тоже. Ну, то есть, окей, его же никто не заставлял эту бумагу подписывать, да? Зачем ты ее подписал? А раз уж подписал, ну, действуй в соответствии с подписанной бумагой. То есть Зеленский же и Украина тем и отличаются от Путина и России, что там соблюдаются нормы законодательства, ну, те правовые решения, которые принимаются, это не просто фиговый листок, которым можно потереться, как в России, извините за выражение. Это, ну, это императив, в соответствии с которым ты должен действовать. Да? И демонстративно взять, подписать, а потом тут же подтереться этим, но это слишком по-русски будет, извините за выражение. У меня неожиданный вопрос, но я должен его задать, потому что это очень интересный момент. Вот момент истины после этого, скажем так, взрыва Крымского моста. Не может ли обернуться на то, у человека, спрашиваю, работающего в системе политической, в Российской Федерации, человека, знающего кухню изнутри и, собственно, мониторящего, да, отношения россиян, что россиянам станет очень жаль своего президента, и как вот помните, в дне выборов 2, у кого из нас мост не падал, и еще больше будут его поддерживать. Ну нет, конечно. У какого-то количества людей такая реакция будет. То есть, на самом деле, общественное мнение такая интересная штука. Там в каком-то небольшом сегменте вообще вот любая из тех там безумных самых вариантов реакции, которые вы себе можете придумать, она появится. Но это будет очень небольшое число людей. То есть какие-то сердобольные там бабушки могут его пожалеть, конечно. Вот. Но в целом, конечно, нет. Россияне ждут от этого президента силы, действия. Значит, они чувствуют, что они его должны бояться, а вовсе не жалеть. Не, жалость – это не та эмоция, которую политик должен вызывать. Причем, при этом, тем более политик такого брутального военного типа, архетипически это военный вождь, человек, да, человек, который не отвечает за благосостояние граждан, а отвечает за победу над врагом, да, и его держат и ценят ровно для того, чтобы он побеждал врага. Если он не в состоянии врага победить, так за каким чертом он нужен? Россияне вовсе не сердобольная нация, у них это часть их автостереотипа, они любят там рассуждать, ох, мы такие сердобольные, это бесконечно далекое от правды утверждение, на самом деле очень жестокие люди. Ну, как, в принципе, опять же, в их защиту скажу, как любая публика, которая этими столетиями жила под автократами, да, никогда не знала демократии и прав человека. Вот. Поэтому у них сформировалось отношение к человеку такое, а кто ты такой? Да? Что ты вообще из себя представляешь? Что ты тут права качаешь? Да? Поэтому для россиян человеческая жизнь и человек – это вообще ничто. И поэтому жалость – это там далеко не самое распространенное чувство. На противоходе, что называется, в качестве ответной реакции на вот эту жестокость государства, да, где-то на каком-то этапе это чувство появляется, но не по отношению к государству, которое должно быть сильным. По отношению к Навальному, да, который одиночка, да, который храбро выступил против государства и теперь подвергается репрессиям, да, там сочувствие есть и достаточно сильное, оно работает по отношению к нему.
но не по отношению к представителю государства, не просто представителю, а человеку, который олицетворяет собой государство, безжалостное, беспощадное, да, который сейчас прям буквально вот вырывает сотни тысяч людей из их семей, из их быта на фронт, на смерть. Да, поэтому нет. Повторюсь, какое-то количество людей и так отреагирует, да, как вы говорите, но подавляющее большинство нет. Они будут раздражены, недовольны. Знаете, вот этот вождь военного типа, это как Акела. На самом деле ведь вот этот фрагмент с Акелой, который промахли этого волка его загрызли, это абсолютно архетипическая вещь, и Киплинг его списал с описанным множеством антропологов ситуаций, значит, которое имело место с вождями военного типа в диких племенах современных и в древности на этапе формирования государственности, вот на этапе перехода от, знаете, от совсем таких родоплеменных обществ, да, там, где все связи были основаны исключительно на родстве, к типу вот, протогосударства, это вождества назывались, chiefdoms. Вот это достаточно длинный период истории человечества, много десятков тысяч лет. И вот там, вот когда первая власть уже начинала формироваться, то есть уже не просто там ты под совет мудрейших людей племени там принимала решения, да, а когда начинала формироваться протополитическая такая инфраструктура, протогосударство, так вот эти вожди военного типа, они сплошь и рядом реально физически убивались, когда они становились старыми и немощными. И это описано и в случае с Древним Римом, и в случае с, значит, вот у Мирча Илиады можно почитать там и на территории Греции древней. То есть самые вот древние, значит, авторы, типа Гомера, когда они писали вот там каких-то там Геродот, вернее, окей, у Гомера, может, не было, брать не буду, у Геродота что-то подобное было, когда они вспоминали какие-то там древности, либо писали о каких-то совсем диких племенах, они это дело упоминали. Да, и архетипически эта штука у нас сохранилась, да, и Киплинг ее вытащил в литературу под видом Акеллы, да, и про которого я напомню, значит, который промахнулся, и на загривок которому его стая послушно готова была броситься его загрызть, его там потом Багира спасала, да, по-моему, с самим Маугли. Вот, поэтому тут не о жалости речь идет, а о том, что загрызут. Любой кризис, а то, что сейчас происходит в верхушке, это понятно, кризис, особенно после таких событий, очень важных, очень символичных, это вот определенное окно возможностей. Как вы считаете, сейчас есть окно возможностей для транзита власти, перестановок, смещения Путина под мирным абсолютно предлогом? Ну, вот сердце схватило, не пережил Крымский мост и слег на больничный. Ну, бывает же такое. До каких-то более радикальных там, табакерок или каких-то других революционных именно в верхушке процессах. Смотрите, стратегически, да, это, конечно, очередное поражение режима, и оно выталкивает вот в ту сторону, что Путин должен уйти. Значит, но вот сам Путин, вот ему сейчас уйти прямо совсем не с руки. Я думаю, внутренне он уже готов. Но совсем не камильфо уходить вот в момент такого поражения, то есть выглядеть это будет воспринято как, ну вот, нагадил там и в кусты, да. То есть все-таки уходить лучше вот в момент, вот если бы сложилась какая-то ситуация, когда вот проигрывает, и, значит, ну, все казалось бы, и он внутренне созрел к тому, что надо уходить, и тут временный какой-то успех, который позволит говорить, ну все, я там все, что мог, сделал, я ситуацию преемнику передаю нормально. Потому что сейчас это будет выглядеть, что ты преемнику передал, но просто, извините, не ситуацию, а вот кучу дурно пахнущей жидкости, извините за выражение, субстанции. Вот. А если, значит, вот что-то вот произошло, ну, условно говоря, там, вдруг там российская группировка там несла там поражение ВСУ, пошла вперед, там, значит, отбила там
там всю территорию ЛНР, ДНР, там, значит, ХНР, там еще что-нибудь захватило. Да? И Путин говорит, ну все, значит, смотрите, все нормально, значит, вот вам преемник. То есть внутренне он уже созрел к тому, что уходить, потому что он понимает, что стратегически он все равно проиграл. Но тут можно уйти более-менее с лицом. Вот то, о чем Макрон говорил, сохранить лицо, да. А сейчас уходить, ну, прям это настолько позорно, что с одной стороны надо, обстоятельства выталкивают, но прям совсем душа прям вот прям против протестует, понимаете, потому что уйти сейчас это значит быть гарантированно облитым ушатами помоев, в том числе и со стороны тех, кто там вчера на тебя молился. То есть представь, что, что будешь сидеть, читать твиты Симонян, которая только что тебя вылизывала с ног до головы, и тут будешь читать, как она тебя будет поливать, и просто рука не повернется, понимаете? Да, вот поэтому вот сейчас Путину уйти самому очень трудно. Другое дело, что, конечно, истеблишменту хочется побыстрее от него избавиться. То есть сейчас их дороги разошлись. Вот долгие годы их дороги вот вели в одном направлении, это прям вот параллельные дороги были. Интерес Путина — это был интерес системы в значительной степени. А сейчас они разошлись вот прям в диаметрально противоположных направлениях. И, значит, уже, что называется, коню понятно, Россия проиграла войну, что надо ее прекращать, надо признавать поражение, надо подписывать мир, значит, и возвращаться назад, что называется, там, понятно, отдать там чужое, возвращаться назад и начинать отстраивать ситуацию, строить ее. Вот. Но Путин на это не способен, поэтому он войну затягивает. Но затянувшаяся война, она же, очевидно, приближает революцию. И тогда уже в результате революции уже вся система рухнет. И все элиты вместе будут погребены под обломками-то, да? Вот как в 17 году, бежать через границу с тем, чтобы потом с швейцарами где-то в парижских отелях работать, как это было с русской аристократией, да, после 17 года. Вот что их ждет. И в этой ситуации им, конечно, выгоднее признать поражение, повторюсь, и начать стабилизировать ситуацию в стране во главе с преемником в надежде сохранить хоть что-то. Понятно, придется поделиться и властью, и собственностью, и кому-то из них придется сесть за совершенные преступления. Но в целом, в основном, правящий класс может рассчитывать на то, что он удержит хотя бы какую-то часть своих позиций. Да? То есть не надо доводить до революции. А Путин ведет прямиком к революции. Отказываясь признать поражение в войне, затягивая войну, ты приближаешь революцию. И элитам это, в принципе, сейчас интересы элиты, интересы Путина разошлись. Так совпали. Да? Но элиты... Так Нет, интересы Путина совпали. и интересы... Почему? Интерес Путина держаться как можно дольше, а интересы элит закончить эту войну, понимаете? То есть можно скорее. Путин же готов внутренне уже уйти. Просто ему нужен момент. Да. Внутренний он поражений, он действительно уже созрел, что, наверное, придется уйти. Но уйти в момент такого позора, вот я говорю, рука у него не поднимается. И поэтому он не уходит. А раз он не уходит, то его интерес противоречит интересам элиты. Его действия противоречат интересам элиты. Потому что он затягивает войну. Так сколько он будет ее затягивать? Может, еще полгода, может, год. Тогда точно разнесет всю систему к чертовой матери. Все, в 2024 году это будет точка слабости. Это выборы на фоне проигранной войны, деградирующей экономики, состарившегося тирана. Это прям катастрофическая история. Прям вот классический сценарий для революции. Если не удастся. Не факт, не каждая революция побеждает. Да, но попытка точно будет. И не факт, что она проиграет, а вдруг выиграет. И говорю, и систему просто, они все либо убегут, либо сядут. И им поэтому нужен контролируемый транзит. Им нужен условный Собянин, который начнет нормализовать ситуацию, справится с вызовом 2024 года, победит на этих выборах. Да, и потом постепенно, как вот Испания после Франко, будет постепенно раскручивать гайки. То есть транзит в демократию, транзит к нормализации ситуации будет более-менее таким нормальным, приемлемым. Да? Произойдет, по крайней мере, нормализация ситуации от нынешней ненормальной к какой-то более-менее такой мирной. Да? И вот в этом интересы элит. Но элиты не могут решиться на первое действие, на первый шаг, потому что, конечно, слишком долго они боялись Путина. Да? И поэтому они сидят и ждут, кто же рискнет. Это как в Илиаде. Помните, согласно древнему пророчеству, первый грек, который ступит на землю Трои, должен погибнуть. И все эти корабли подплыли,
остановились, да, и толпа, значит, этих воинов на кораблях толпится, ну, надо бежать, так сказать, штурмовать Трою, а они боятся, никто не хочет быть первым. Все ждут, кто первым прыгнет. И вот там сейчас вот такая ситуация сложилась в российском истеблишменте. Они надеются, может быть, сейчас народ, там говоря, да. Ну да, А народ тоже не выступает. Народ сидит и пишет в социальных сетях, ну, неужели там рядом с ним кого-нибудь нет, кто его грохнет? Друга ждут чего-то. Вот. Ну, вернее, действия какого-то, да. И вот ситуация зависла. Но бесконечно зависшая она быть не может, потому что идет же война вообще, строго говоря. И пока мы там зависли, все украинцы мосты взрывают, там, деревни отвоевывают, сейчас еще и Херсон возьмут. Вот, и поэтому это зависание, вот чем дольше это зависание продлится, тем более каким-то мощным взрывом все это должно, по идее, закончиться. Вот вроде как с Крымским мостом. Вы знаете, ну, понятно, что, дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайки под этим видео, напишите свои комментарии. Вот эта теория зависания, ну, это так, в кавычках теория, ведь она же приводит еще к другому. Ну вот смотрите, вот если раньше казалось, не дай бог взорвется Крымский мост, да вот тогда-то, да вот как ударим, как жахнем. Красная линия. А мы видим, что она немного дальше. Потом Херсон, как это так? Центр, русский город. Раз, Украина там. Ну и бог с ним, с тем Херсоном. А там, глядишь, и до границ 91-го года выйдут. Это вот примерно так, как с Алиевым и Пашиняном. С Эрдоганом встретились, как бы пожали руки и признали там границы друг друга 91-го года, договорились там про миссию, договорились про какие-то, скажем так, контакты, и войну эту, ну вот практически, ну я не знаю, не буду делать прогнозов, понятно, это очень давний конфликт, но войну, именно боевые действия, остановили. Здесь так же будет. Да, велик, что так и будет. Самые главные события в данном случае будут происходить в России в этой связи. То есть то, что украинцы свое вернут, ну в этом сейчас почти нет сомнений. Вопрос во времени, насколько это растянется. Но, строго говоря, тренд уже задан. Россия сама довела ситуацию до того, что теперь трудно себе представить, чтобы она что-то из завоеванного сохранила. Вот. Очень важно, вот, каким образом будет отражаться процесс отдачи завоеванного Украине на внутрироссийском политическом процессе. То есть сколько политиков на этом сумеет сгореть, а сколько сумеет заработать на этом очки. Возможно, кто-то на этом сумеет заработать какие-то очки. Вот как-то так. Да. И финальный вопрос, он полегче, чем все остальные. Много шутили вот и у меня под разными видео в комментариях над подарком Лукашенко Путину, что подарил трактор. Трактор многие писали для понятных целей, для того, чтобы ямы 2 на 2 рыть. Впрочем, и одной хватит. Ну, про сеялку и там другие. Не, ну простите, по-моему, все-таки ямы роют вручную, не тракторами. Ну, мне кажется, для этих целей. Лукашенко, да. вряд ли это имел в виду. Да, для этих целей. Но это же, ну, как бы унижение, что ли. Вот этот день рождения с этими, простите, арбузами, дынями. Конечно, когда тебя даже Китай не поздравил. Да, насколько я знаю, даже китайцы не прислали поздравления. Вот, а поздравляют только вот такие вот хозяева арбузов и тракторов. Ну, конечно, это стыдобище, конечно, это совсем не то, о чем мечтал Путин, когда приходил, он видел себя уважаемым человеком в ряду уважаемых людей. А теперь он вот молодец среди овец, что называется, получился. Да, весь окружающий мир смотрит на него как на чучело, значит, тычет в него пальцем и смеется. То есть, ладно бы боялись. До начала войны с Украиной боялись, да, и это его радовало. Вот. А теперь не боятся, да, просто смеются.
И это, конечно, в высшей степени оскорбительно, это, конечно, позорный финал, вот. Но, с другой стороны, ну а что, ну, вот посеешь ветер, пожнешь бурю, как говорится, сам виноват. Аббас Галямов был моим собеседником. Я благодарю вас за то, что уделили время. Друзья, спасибо вам за просмотр этого видео. Берегите себя, будем дальше наблюдать, как будут разворачиваться события и ситуация. До скорого, увидимся.